Это прямой эфир. Илья Николаевич, что можете сказать по вопросу принудительной вакцинации? Друзья, всем привет. Это просто праздник какой-то. Праздник наглости, бесцеремонности и лицемерия. После заявления президента и многих других высших чиновников нашего государства, что вакцинация ни в коем случае не может быть принудительной, началась принудительная вакцинация. Москва, а вслед за ней и много других регионов вводит обязательную вакцинацию для огромной категории граждан, где 60% сотрудников предприятий должны быть привиты до 15 июля, а требовать от них этого должны их работодатели. На работодателей, которые этого не исполнят, соответственно, будут накладываться огромные штрафы. Тем самым в очередной раз власть проталкивает свои инициативы, которые не может провести законным путем в общество, а натравляет работодателей на работников, заставляя народ исполнить то, что он не обязан исполнять, путем запугивания работников потерей средств к существованию. Но нужно понимать, что в трудовом законодательстве отсутствуют статьи и нормы права, предусматривающие увольнение сотрудников за отказ прививаться, а также отправлять их в неоплачиваемые отпуска. Такого законодательства тоже не существует. Есть какой-то определенный закон во время санитарной угрозы, там что-то такого, но там очень узкий круг лиц, абсолютно мизерный на самом деле. Для такой категории граждан, которые вводятся, такого законодательства нет. И даже в неоплачиваемый отпуск, в принципе, никакими нормами невозможно вас отправить за отказ вакцинироваться. Это личное дело каждого человека. Хочешь – иди вакцинируйся. Не хочешь – принуждать к этому никак нельзя. Но, по моему мнению, к этому моменту все, кто сам желал привиться, уже давно это сделали. И все те, кто сейчас побежит занимать очередь, как в том анекдоте, будут, конечно, говорить остальным, что я и сам хотел это сделать. Но какой-то процент, конечно, может, и созрел как раз к тому моменту, когда вышел приказ работодателя. Случайности бывают, совпадения. Но самый большой процент – это как раз те, кто эту вакцину не делал и не собирался ее делать, опасаясь за свою жизнь и здоровье, не доверяя этой вакцине. Власть же для этого недоверия, по моему мнению, сделала все от себя необходимое с помощью своих действий и пропаганды. Только солидарность общества может защитить наши права человека, конституционные права и права трудовые. Всемирная организация здравоохранения и все развитые страны эту вакцину не признают пока. Даже, по-моему, Венесуэла согласилась купить у нас эту вакцину, самолет к ним туда прилетел. Они так подумали, нет, что-то мы передумали, что-то мы опасаемся за жизнь, здоровье наших граждан, забирайте обратно. Могу, конечно, ошибаться, но что-то такое было в новостях. Может, не Венесуэла или где-то, такие новости точно я помню. Смотрел, проходили. Вроде было. У нас маленький городочек, да и то ходит очень много слухов. То одна жена похоронила своего мужа после прививки, то кто-то лежит после прививки в интенсивной терапии. Еще там различные случаи, там и в Иванове, слухи расходятся, из-за этого у людей возникает еще большее недоверие. Люди просто боятся. Тем более с уровнем нашей медицины. Но, как всегда, мы первые в мире, все изобрели. Всемирная организация здравоохранения еще не одобрила эту вакцину. Развитые страны не одобрили, никто не одобрил. Но мы, как всегда, первые, не пройдя должных тестов, в попыхах, только лишь бы сделать громкие заявления, а не защитить народ, что в последнее время у нас только и происходит. Людям кажется, что это не медицинский препарат, созданный, тщательно проверенный и действительно действенный, а какая-то политическая жишка, созданная для поднятия рейтингов российской власти в мире. Перед нами никто уже давно никакие рейтинги поднимать не собирается, если только как раз за наш счет. В итоге вакцинация провалилась внутри страны. На данный момент где-то около 15% населения только привито. Вот мне и кажется, что эта попытка принудительно протестировать на нас эту вакцину, показать всему миру и странам потенциальным покупателям, вот, мол, 60% эту вакцину сделали, испытание прошло, можете брать. И даже самые высокие чины от власти не привились. Или сделали это без свидетелей, мол, верьте на слово. Оттуда еще меньше доверия. А у работодателей нет никаких правовых норм, кроме запугивания, заставить работника вакцинироваться, ни увольнения, ни отправку в оплачиваемый отпуск.
А если вот, например, в Россетях никто из производственного персонала не захочет принудительно вакцинироваться как скот, из принципа, даже если кто и действительно к этому моменту уже надумал, и что тогда? Отправлять всех домой отдыхать? И что? Рухнет энергосистема страны, так что ли? Нормально придумали. Офигеть. Да нет, как всегда, расчет очень прост. Он на то, что бюджетники, работники государственных компаний уже давно приучены бежать как скот на бойню, и там 60% точно ширнутся этой вакциной. А это уже достаточное число граждан для заявления об успешной вакцинации. Вот и все. Да, и запомните, вакцинация – дело добровольное, жизнь одна. И никто не имеет права заставлять вас вмешиваться в свою жизнь, в свой собственный организм, вводить непонятные жидкости и вирусы в ваше тело. Постановлением Парламентской ассамблеи Союза Европы от 27 января 2021 года вакцина от коронавируса не является обязательной. Ну и зрителям хотел сказать, что наш разговор имеет наше личное оценочное суждение. Мы просто решили поговорить на тему принудительной вакцинации, а делать или не делать прививки – это дело добровольно каждое. Желаете делать прививку, идите, обязательно делайте. Не желаете – не делайте, потому что это дело сугубо добровольное. И смотрите следующий вопросик. Значит, мы тут уточняли у руководства, так сказать, как так-то принудительная вакцинация. На что был получен ответ. Постановление главного санитарного врача. Принудительная вакцинация. Это типа закон. Будете уволены, либо отправлены за бесплатно домой. Получается, как вы думаете по этому поводу? А завтра санитарный врач скажет, отрубить 3 пальца на левой руке, иначе не будете допущены к работе. И все побегут к хирургу занимать очередь, отрубать 3 пальца. Получается так? Ну, так-то, конечно, не будет, но все идет к этому. Они этот эксперимент будут проводить с любыми их решениями, которые, в принципе, можно по закону нельзя провести. Они будут заставлять работодателя принудительно проводить эту вакцинацию. Люди, как всегда, особенно в госкомпаниях, дрожат и будут занимать очередь, да, действительно. Сами-то они, то есть закона нет принудительно вводить вакцинацию-то. Они обязали работодателя, то есть как обязали? Не обязали, то есть обязали, да, сказали им, блядь, 60% у вас должно быть привито. Если у вас нет 60% привито, с вас штраф 1 000 000 рублей. И работодатель начнет уже запугивать своих работников, делать все, что угодно, чтобы как бы угодить им, ну, не быть штрафованным. Ну, госкомпании просто, чтобы угодить. Ну, представляете, что такое 1 000 000 рублей. Россети сэкономили на вот этих сейчас телодвижениях последних, которые, блядь, ездят все командировки, и вот сколько они персонале сэкономили. Для них это 1 000 000 рублей, это фу, ничто, на них их госавкупах. Вот еще один вариант такой. То есть 60% принудительно вакцинируются, допустим. Но у нас ведь есть много пенсионеров, детей, безработных, увеличивается с каждым месяцем все больше. То есть общая доля вакцинированных будет мизерная. Получается, выработать коллективный иммунитет все равно не получится. Так это не на всех вроде как, ну, всех, которые подконтрольны государству, там, или бюджетники, или госкомпании, там, ну, все коммунальные предприятия, в общем-то, в принципе говоря, они всегда подконтрольные. Частников вроде пока не трогают. Частников тоже сейчас затронула эта тема. В частности, работники общепитов. Ну, да, коммунальные или общепит. Предприятия сферы ЖКХ. Ну, я имею в виду производство, такие более крупные частники. ЖКХ, я и говорю, коммунальные. Где они особо там дофига частников, все равно они подконтрольны администрации, не могут они без них работать. Это как своего рода монополисты же все равно, естественно, монополия. Прошел уже небольшой слух по телевидению и в Ютубе, что к предстоящим выборам могут не допустить невакцинированных людей. Что вы по этому думаете? Ну, тогда выборы будут, можно объявлять смело несостоятельными. Выборы в Государственную Думу должны голосовать все люди, которые живут в этом государстве, имеют право голосовать. Ну, то есть достигли 18-летнего возраста. Если половина страны не будет опрошена из-за того, что у них нет вакцины, соответственно, ну, как можно эти выборы вообще признавать состоятельными? По нашим социологическим опросам сотрудников сферы ЖКХ, энергетиков, 80-90% не хотят вакцинироваться, так как боятся побочных эффектов. Так как прошли уже слухи
у многих родственники, дальние родственники, знакомые в других городах, областях. Либо после прививки заболевали коронавирусом, либо происходили отеки шеи. Один человек, говорят, скончался в вашем городе от обильного отека мозга. В соседнем регионе недавно жена схоронила мужа силовых структур, когда он пришел делать вторую прививку. Да, кстати, слышал, со второй обычно хуже, даже первую тысячу прокатывают, а вот То есть, вторая... может, все-таки это отпугивает людей? Естественно. Естественно, непроверенные вакцины, да еще последствия, которые, ну, людей-то видят, ну, слышат. Я уж не знаю, там, во многих случаях там правдивость этих слов, но они есть. То есть, ну, значит, неспроста. Может, все-таки как-то надо было больше разъяснительную работу среди населения проводить? Не выступления звезд, которые рассказывают, что я привился, идите и вы. Как мы слышали, эти ролики были перед поправками. Те же самые актеры выступают сейчас по прививку. Может, вместо этого надо было разъяснять конкретно по прививку, что она безопасна. Конкретные давать цифры тестов, что столько-то перенесли хорошо, столько-то день была температура, все замечательно, и столько-то побочный эффект. Тогда бы народ, владея цифрами, меньше боялся идти прививаться. Ну, я сомневаюсь, что это было вообще как на самом деле. Нет, проводить-то, конечно, надо, если прививка действительно безопасна, надо народ информировать, как-то рассказывать ему. Но с тем, как они вот действуют на самом деле, я не знаю, народ бы поверил бы или нет. Но они будут рассказывать, вот прививка безопасна, вот столько-то, вот столько-то. У нас кто верит цифрам-то? Ну, да. У нас и цены в магазинах. Ну, народ верить перестал. Да. А потом объявляют закон, что нельзя про цены в магазинах говорить там, да, публично. И всякая такая фигня, как будто никто не видит, да, своими собственными глазами. Во-вторых, никого не, даже президента не показали. Во всех странах все президенты привились, там, прививками всем остальным. Этот не стал. То есть ничего не показал. Вот, ну как они могут доказать, что вот столько цифрам не верят? Высшие лица государства не показывали, что они прививаются. А во-вторых, тот же пропагандист, один какой-то пропагандист, я не помню фамилию-то его, пропагандист, он же привился там все, а потом в ролик выпустил в Ютубе. Я, говорит, топил, говорит, целый год за эту вакцину, а заболел, говорит, коронавирусом после того, как привился-то. Так она даже и не спасает. Мало того, что побочные эффекты. А получается так, что она, походу, даже и не спасает от коронавируса, что ли? Вот главный весь прикол-то в чем. Я не знаю, там все правда это или неправда, но вот такая вот информационная повестка внутри государства у нас находится. Ну, президент, вернемся к этому, что вы сказали, если он обещал не повышать пенсионный возраст, повышен, не менять Конституцию, изменена, не вцепляться в кресло, уже 4-й срок. Посиневшими пальцами-то? И может, да, поэтому теперь, когда президент сказал, что добровольная вакцинация, что мы видим, губернаторы сделали принудительно. То есть в целом народ еще из-за этого боится вакцинироваться. Да как верить-то? То есть нет доверия. Конечно, абсолютного нет доверия. Вообще ни у кого. Сейчас уже даже бабушки-то вечно, которые телевизор насмотрятся, хоть как-то лояльная аудитория, уже в половину, вот спрашиваешь пенсионеров, они уже да все, плюются. Уж даже этот электорат не верит. Еще может быть недоверие связано с тем, что прививка разрабатывалась много месяцев назад. И так как мы знаем, появились новые штаммы. Мутирует, да. Народ думает, а поможет ли она физически? Так вот, я тебе о чем говорю. Потому что теми первыми штаммами коронавируса, скорее всего, 90% все-таки переболело и есть антитела. За целый год, конечно. Может, получается, работникам тогда дойти и сдать тест на антитела платно? Нет, вот, работодатель должен пойти, заплатить и пройти тест на антитела. И посмотреть. А я больше чем уверен, почти 80%, скорее всего, антитела уже есть. Согласен с вашей версией, что работодатель, имея желание продолжать свою деятельность дальше, может вполне оплатить тесты на антитела своим работникам. Соответственно, в дальнейшем, конечно, они это все с работника возьмут лишениями премий за какие-то поводы и так далее. Спецоперации, ночные снайперы. Что им мешает так сделать? Почему все-таки сразу хотят спихнуть это на население? Так потому что так и задумано было. Я сейчас работодатель будет на эти тела давать, не выполнить та программа, которая задумана. Вот смотрите, Илья, по поводу вакцинации. Ведь вы работали в Россетях, правильно? Да. У вас, как мы знаем, была прививка против клещевого энцефалита. Она была принудительная, либо добровольная? Так добровольная, естественно. То есть даже такая сложная болезнь, как энцефалит клещевой, да, естественно. А кто же может тебя заставить? добровольно. Конечно. Но тем не менее все прививались. Не все.
То есть были все равно, кто отказывался. Конечно. Потому что, работая постоянно в полях, Да. особенно по весне, когда пик активности, клещей цепляется очень много. Да. И опасность заболеть сложной болезнью, которая ведет к смертельному, кстати, исходу в 98% случаев, то есть все-таки вакцинировались большинство. Ну, много кто, я уж не знаю, большинство, не большинство, То но есть в той принципе, прививке доверяют люди. ну, старались как-то, да. Хотя она тоже такая изначально-то. Ну, новые прививки всегда особо доверить нет. Когда уже сначала, кстати, вот сначала не очень много-то и это. Потом уже, когда несколько лет уже люди, кто первые вакцинировались, прививкой от энцефалита, они посмотрели, все живые, все хорошо, побочных эффектов нету. И с каждым годом народ все заново вакцинировался для этого клеща. То есть оно уже было проверено, в принципе. И люди стали доверять, да. Ну, давайте подведем итоги. Значит, главная тема и ролика, что вакцинация должна быть Добровольный. только добровольной. Естественно. Ну, Только ты вводишь в добровольной. свой организм какую-то новую вещь. То есть тебя не могут заставить вмешаться в свой собственный организм какими-то препаратами. Это живой человек. Ну, давайте пожелаем тогда Погоди. нашим. И я еще что хочу сказать тогда. Вот они сейчас будут все объяснять. Вот, ну, я сейчас уже в данный момент про Россети, да, все-таки, раз уж я тут нахожусь в данный момент. Сейчас будут объяснять, вот, это все должно быть, ну, будет, как всегда, пропаганда попрет. Это потому что, чтобы не заболеть, все только ради здоровья, чтобы других там не заражать и все остальное. Ну, рассказывать точно будут. Мы, скорее всего, это даже увидим в каких-нибудь их роликах, они любят их снимать, и все остальное. Так вот у меня вопрос. А вот эти полгода, когда люди не работали даже у себя дома, а с разных областей, с разных районов, все вот так вот в одну, одни в одну, другие в другую, третьи в третью, Кострома, Тверь, Ландихи, не Ландихи, кто куда. С Тамбов энерго там едут, со всех, они вот так вот всей страной перемешивались, по крайней мере, здесь центральный регион уж точно, Россеть, где центр и Приволжье заруливают как минимум. В тех, МРСК тоже, в принципе, по-моему, то же самое, но я больше как-то бы фокус у меня на это. Они вот так тасовали людей, постоянно люди едут в командировки с другими регионами, перемешиваются и разъезжаются по своим регионам, потом обратно. И вот так тасовка происходила полгода. Если такой страшный коронавирус, и сейчас вот он типа распространение пошел, не Россети ли вообще повлияли вот на это все? Каждый работник общается со своими родственниками, а все остальные идет вот. А может быть концерт в Москве по присоединению Крыма, когда собрали 40-60 тысяч на одном стадионе, и, как мы видели, сидели все вплотную и без масок. Никакой социальной дистанции не было. Я к чему и При говорю. этом опросы в новостях показали, что аж с Владивостока приезжали на этот концерт. Согнали людей со всех регионов. Да. Вот я и говорю, Тоже повлияло? каждый Просто раз, не что в было. том году, что в этом. Вот вся эта вещь происходит только когда выгодно. Сейчас пройдут выборы, никому уже не будет нужны ни вакцинации, ничего, скорее всего, все затихнет и коронавирус пропадет Время покажет. резко. Время покажет. Дождемся. Да. Ну, хотим пожелать нашим. Хотим пожелать нашим коллегам, бывшим коллегам добровольной вакцинации, а самое главное здоровья, Крепкого здоровья. здоровья, не болеть, нервов крепких, все болезни от нервов, как самое главное. А Россетям хочу пожелать не перетасовывать больше людей во время коронавируса в спешке, отменить все командировки, отменить все вахтовые методы работы за бесплатно и жить всем счастливо, в здоровье и достатке. Подписывайтесь на канал, дальше будет и Евангелие от Ильи, как раз про эту принудительную вакцинацию. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.